Когда состоятся выборы в Украине, тайная встреча в Брюсселе и новый конфликт на Ближнем Востоке. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украина за раз пополнит сухопутные силы на 50 тысяч. Откуда берутся люди? Растет количество пострадавших после стрельбы в шведской школе. Возможность ядерной аварии предрекает глава МАГАТЭ. Где и о каких масштабах идет речь? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Кого переводят в пехоту? Силы обороны Украины готовят масштабную ротацию армии. Около 50 тысяч военных из разных родов войск переводят в сухопутные силы. Это 20% от всех военнослужащих, находящихся на фронте. Источник издания «Украинская правда» подчеркивает, что это не связано с переговорами или заморозкой войны. Ротация может проходить даже в условиях активных боевых действий. Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротации. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы можем это сделать. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал перевести более 5000 бойцов воздушных войск в сухопутные. Это решение принято на фоне серьезного дефицита личного состава на передовой. К чему может это привести и не вызовет ли это дефицит в других направлениях? Спросили у военного аналитика Давида Шарпа. Понятно, что в любой армии, и не только в украинской, в любой армии, подчеркиваю, есть так называемая скрытая безработица в тыловых частях, да и не совсем в тыловых. То есть, когда люди не особо чего делают по самым разным причинам, однако присутствуют. Другое дело, и безусловно, борьба с этой скрытой безработицей, повышение эффективности использования личного состава – это важная вещь, важная задача, и особенно в воюющей армии, где дефицит людей на боевых и должностях, и на тех должностях, где оказывается непосредственная поддержка воюющим. Но, как известно, в любых крупных структурах, и опять сейчас я говорю, что в общем, когда борются со скрытой безработицей, кого-то массово переводят, кого-то массово увольняют, да, то, как правило, под раздачу попадают очень многие из тех, кто выполняет важные обязанности. И насколько я слышу, в том числе украинские источники, то же самое происходит и в украинской армии. То есть кого-то, может быть, вполне отправляют по делу, ему особо делать нечего, либо в любом случае в другом месте он принесет больше пользы в сухопутных силах, но во многих случаях, да, режут по-живому. Стрельба в шведской школе в городе Эребру. По данным полиции, на момент записи этого видео ранены не менее 5 человек, среди которых могут быть сотрудники правоохранительных органов. Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление. Очевидцы сообщали о нескольких выстрелах. Некоторые ученики и преподаватели укрылись в соседнем ресторане и не могли долго его покинуть. По словам учащихся, в школу вошел человек в маске и открыл огонь. Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёмер назвал ситуацию очень серьезной и сообщил, что правительство находится в тесном контакте с полицией. Эребру находится на расстоянии 200 километров к западу от Стокгольма и имеет население около 130 тысяч человек. Ситуация развивается, подробности уточняются. Украина готова обсуждать вопрос выборов, если его поднимет команда Трампа. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что с украинской стороной не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Но Киев готов к диалогу, если этот вопрос официально начнет обсуждать Трамп или его команда. Когда этот вопрос теоретически обсуждался в 2023 году, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидатуры. Ранее спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Вашингтон ожидает выборов в Украине в случае достижения перемирия с Россией. В то же время украинская конституция не позволяет их проводить во время военного положения.
Вероятность ядерной аварии в Киевской области будет расти, если обстрелы будут продолжаться, говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который посетил Киевскую электрическую подстанцию и заявил, что ядерная авария может произойти не только из-за прямого удара по атомной станции, но и вследствие перебоев в электроснабжении. На этой неделе я буду в Москве. То, что мы обсуждали сегодня утром, очевидно для всех нас, будь то в отношении Запорожья, будь то в отношении ситуации здесь, очень важно, что я при выполнении своих обязательств постоянно поддерживал каналы связи. Это было одним из моих, я бы сказал, определений с самого первого дня. Гросси приехал в Украину, чтобы оценить ущерб и возможность предотвращения ядерных аварий. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. ЕС обсуждает оборону и деньги. Польша требует финансирования Восточного щита. В Брюсселе проходит неформальный саммит Евросоюза, посвященный обороне. Лидеры 27 стран решают, какие проекты приоритетны и где взять деньги. Польша требует финансирования системы «Восточный щит» для защиты восточных границ ЕС и НАТО. Глава Евросовета Антонио Кошта поддерживает идею общеевропейского оборонного бюджета. Европейский Союз при участии заинтересованных членов стран-членов НАТО начал говорить о том, что Евросоюзу нужна общая оборонная политика. Эти разговоры шли, эти разговоры сейчас воплотились в то, что есть комиссар по обороне Андрис Кубилюс, задача которого как раз-таки воплотить в реальность институционально, юридически, технически, политически и, скорее всего, уже военным таким путем возможность единого оборонного рынка Европейского Союза. Главный вопрос – откуда взять деньги? Обсуждался бюджет ЕС, оборонный фонд и заимствования. Германия и Нидерланды выступили резко против долгов. ФСБ решает, с кем могут сотрудничать российские военные. Теперь так. Теперь научные исследования в России под плотным контролем силовиков. По данным «Ведомости», правительство подготовит список направлений, в которых иностранцы смогут участвовать только с одобрения Федеральной службы безопасности. Документ уже одобрен, а часть его положений вступит в силу в 2028. Законопроект разработан в целях обеспечения национальных интересов нашей страны, и такое согласование со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества. Правозащитники уверены, что это узаконивает существующую практику. Контакты с зарубежными коллегами и так проходят под надзором чекистов. Люди бегут с курорта Санторини. Греческий остров – один из самых популярных курортов мира, и сейчас его покидают тысячи жителей. С выходных зафиксировано около 550 подземных толчков, самый сильный магнитудой 4,9 баллов. Ученые предупреждают, что сейсмическая активность может продолжаться еще недели. Остров, принимающий почти 3,5 миллионов туристов в год, теперь пустеет. Власти организовали дополнительные рейсы в Афины, паромы переполнены. Все закрыто, никто не работает, говорят местные жители. Израиль освободил 15 палестинцев. Они оказались в Турции. Палестинские заключенные, отпущенные Тель-Авивом в рамках перемирия с Хамас, прибыли в Турцию после получения виз в египетском посольстве. Это первые освобожденные, которых приняла третья сторона помимо Египта, поскольку условия соглашения запрещают им возвращаться на палестинские территории. И есть условие, что определенное количество палестинцев не останется на палестинской территории, о котором стороны договорились. После того, как эти братья будут освобождены, они должны быть размещены в определенных странах. Ранее в рамках первого этапа перемирия Хамас освободил 18 заложников, а Израиль выпустил 583 палестинских заключенных. 79 из них были отправлены в Египет. По данным источников, в Хамас часть освобожденных могут направиться в Алжир или Катар. Вместе с тем, интересно выстраиваются отношения с Израилем у новых властей Сирии, которых министр иностранных дел Израиля назвал «вежливыми джихадистами». И переходной президент, который как раз находится
находится с визитом в Турции, и, может быть, Анкара разместит свои военные базы в этой стране. Спросили о вероятности такого развития событий у военного аналитика Давида Шарпа. Израиль очень осторожно относится, естественно, скажем так, остерегается нынешних властей Сирии, прекрасно понимают, что Сирия всю жизнь была врагом Израиля на протяжении всей истории. Ну а если мы говорим об исламистах, а пришли к власти, безусловно, исламисты, причем, что называется, с относительно недавним даже членством в Аль-Каиде. Да, кое-что изменилось, и взгляды терпят трансформацию и так далее, но речь ни в коем случае нельзя забывать, о ком идет речь, по большому счету. И поэтому Израиль воспринимает это их как минимум как потенциального противника, от которого теоретически можно ожидать чего угодно. Значит, пока, однако, они проявляют откровенный прагматизм и нежелание идти с Израилем на конфронтацию. Есть еще одна составляющая. Не факт, что все у них будет управляемо, и не факт, что в Сирии не начнутся элементы хаоса и разные группировки, а там, в общем-то, множество разных группировок, не будут действовать автономно. Опять-таки в Израиле опасаются этого исхода, и поэтому пока буферная зона, которая существует с 1974 года по соглашениям, находится под контролем израильской армии. Правительство Беларуси ушло в отставку, но Лукашенко его пока не отпускает. Говорит, сейчас очень важно сформировать новое правительство, крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно, это была цитата. Лукашенко хочет, чтобы люди не пожалели и удивляет вымышленных врагов. Тихо, спокойно, не так, как кто-то хотел. Нашему полковнику уже не надо было с флагом выходить и там бороться с ними. Тихо, спокойно прошли выборы, они рот раскрывший до сих пор ходят и думают, как это так возможно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.